Федеральная налоговая служба принудительно ликвидирует Chery Автомобиль Рус, Amoda Cars Rus и Exit Cars Rus без решения суда. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. В одном из наших недавних видео мы говорили о трансформации бизнеса Chery в России. Название марки всячески ретушируется. Дилеры перезаключают контракты. Вместо Chery Автомобилей Рус, официального представительства Chery, машины продавцам будут отгружать Tenet Rus и другие юридические лица. Попутно меняются и названия автомобилей. Tenet вместо Chery, Gelant вместо Jayco, для Exit заготовили Esteo, для Amoda Onives. На первый взгляд ликвидация двух дочерних компаний российского представительства Chery, Amoda Cars Rus и Exit Cars Rus, вполне вписывается в эту стратегию. Во избежание проблем с первоначальным размещением акций IPO на гонконгской бирже нужно показать, что формально бизнес Chery в России сворачивается. Дело в том, что ущерб от активной деятельности Chery в нашей стране далеко не надуманный, а вполне реальный. К примеру, Chery уже столкнулась с отказом от сотрудничества со стороны американских банков, как раз в рамках подготовки IPO именно из-за деятельности в РФ. На днях об этом сообщило издание Bloomberg. Еще в конце прошлого года Chery пытались задружиться с JP Morgan, однако получила отворот-поворот, а затем еще несколько отказов и теперь вынуждена работать по линии подготовки IPO со своими родными китайскими банками. В общем, маскировка российского бизнеса для Chery стала острой необходимостью. Это значит, что для демонстративного выхода китайцам понадобятся фирмы-пустышки со знакомыми названиями. Именно такими пустышками и стали Amoda Cars Rus и Exit Cars Rus. Мы не утверждаем, что их оформили именно для процедуры демонстративного выхода. Это лишь предположение, ибо все на это указывает. Российское представительство Chery утвердило фирмы Amoda Cars Rus и Exit Cars Rus в один день, 26 июля 2023 года. Основным видом деятельности обеих компаний числится торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Между тем, фактически ни одна из компаний так и не занималась своим прямым делом и, судя по всему, вообще не проявила себя никоим образом. В результате ликвидации и Amoda Cars Rus и Exit Cars Rus занялась Федеральная налоговая служба, по всей видимости выбрав для этого совсем неподходящий момент. Процесс ликвидации Amoda Cars Rus Федеральная налоговая служба запустила 13 августа, а Exit Cars Rus 20 августа. Если верить информации, полученной нами от российского представительства, это стало полной неожиданностью для учредителя, и Chery Автомобилей Рус подала возражение на это решение Федеральной налоговой службы. Почему Федеральная налоговая служба решила грохнуть дочерние фирмы представительства Chery? Ликвидировать юридическое лицо можно двумя путями. Учредители могут сделать это добровольно в силу различных причин, либо принудительно. Во втором случае Федеральная налоговая служба может сделать это как по решению суда, к примеру после банкротства, так и через административную процедуру, исключив недействующее юридическое лицо из Единого государственного реестра юридических лиц. Проще говоря, исключение из Единого государственного реестра юридических лиц – это и есть принудительная ликвидация юрлица, для которой Федеральной налоговой службе решение суда не требуется. В каких случаях ФНС может запустить эту процедуру? На сайте ведомства имеются весьма подробные разъяснения. ФНС может ликвидировать отдельно взятое юрлицо, если признает его недействующим. Происходит это в том случае, когда компания не предоставляет предусмотренные законодательством отчетные документы. Однако почему мы предполагаем, что Amoda Cars Rus и Exit Cars Rus были заведомо оформлены под ликвидацию? Дело в
том, что помимо этих компаний возникли и другие, которые занимаются реальной работой. К примеру, контрактная сборка автомобилей Exit на автомобильном заводе Московского региона, бывший завод Mercedes, оформлена через STO Rus. Дистрибьюция моделей Tenet идет через Tenet Rus. Onivs Rus, оформленная 21 апреля 2025 года, судя по всему, пригодится для дистрибьюции перелицованных моделей Амода российской сборки. Заметим, в названиях этих компаний нет ни намека на прежние модели из куста Chery. Не прослеживается и юридической связи между ними и Chery Автомобили Rus. Не исключено, что ФНС примет возражение Chery Автомобили Rus по ликвидации Amoda Cars Rus и Exit Cars Rus после предоставления необходимых отчетных документов и приостановит процесс. Между тем, мы уже предполагали, что ликвидировать могут и саму Chery Автомобили Rus. В общем, будем следить за ситуацией и держать наших зрителей в курсе дела. Тут к этим названиям не успел привыкнуть, а их меняют на новые, язык сломаешь. Никакой стабильности даже в названиях, а это отталкивает покупателей, нестабильность. Тем временем в следующие несколько недель Geely выпустит новинку. Среднеразмерный седан Galaxy Star 6 со стайлингом экстерьера, который напомнит всем автолюбителям лучшие японские модели. Geely Galaxy Star 6 имеет форму нормального седана с тремя выраженными объемами, а не аэродинамической абстракции. Скругленные грани кузова, чередование выпуклых и вогнутых форм на поверхности кузовных панелей, отчетливо физиономическая компоновка передней группы, все эти отсылки к живой природе делают восприятие стилей Geely Galaxy Star 6 эмоциональным. В экстерьере новинки широко применен декор с контрастным металлизированным покрытием. Такое решение придает облику нового седана Geely дополнительной солидности. По габаритам Geely Galaxy Star 6 чуть короче Toyota Camry и имеет колесную базу меньше на 64 мм, 4806 мм и 2756 мм соответственно, или иначе на 168 мм длиннее Geely M Grand и имеет базу больше на 106 мм. Технических деталей от Geely Galaxy Star 6 пока не опубликовано. Ясно, что у Geely Galaxy Star 6 переднеприводная компоновка и что с нормальной формой кузова и радиаторной решеткой это не электромобиль, а гибрид с приводом колес от ДВС. По всей вероятности это будет 1,5-литровый турбодвигатель. Других на гибридах линейки Galaxy Geely пока не ставила. Предполагается, что Geely Galaxy Star 6 в Китае будет стоить около 120 тысяч юаней, около 1 миллиона 350 тысяч рублей по текущему курсу. Цена бомба в Китае, но не у нас. Тем временем Татарстан заказал у АвтоВАЗа сразу 80 Лады Ауры. Из указанной партии 40 машин уже получены и распределены между госучреждениями региона. Следует из недавнего сообщения в телеграм-канале главы республики Рустама Миниханова. Судя по снимкам, все ауры выполнены в белом цвете. Здесь стоит напомнить, что Лада Аура пользуется низким спросом, поэтому разовый заказ от Татарстана на 80 машин – это значимая поддержка проекта. Так, с момента выхода модели в декабре 2024 и по состоянию на сегодняшний день было продано лишь 530 автомобилей. Аура представляет собой удлиненный вариант Весты седан. Габаритная длина новинки 4690 мм, на 245 мм больше, чем у исходника. Весь прирост приходится на колесную базу в пользу задних пассажиров. Из объявлений следует, что Lada Aura у дилеров сейчас стоит от 2 миллионов 149 тысяч рублей. Но ведь в России есть же нормальный устойчивый спрос на такие машины, как Toyota Camry, RAV4, Chevrolet Tahoe, Land Cruiser и подобные. Но за последние 30 лет можно для собственного населения сделать свои аналоги. Но сделайте нормальную Camry, только свою. Ее и будут брать с удовольствием, а не по принуждению или чтобы выслужиться. Ну сколько влито денег в автопром? Но нет, не делают и не пытаются. Напишите в комментариях, почему, по вашему мнению, закрывают китайские компании у нас. Ну и обещанная мною шутка.
О, это твой пес, как зовут? Кратко Рич, а полное имя? Рич, твою мать, ты где? Но так мы его только в лесу называем. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.